Это то, что вы видите в кадре, а это все то, что происходит за кадром. Привет, друзья! Я Саша, это мой канал Cooking Time, кухня Cooking Time, и сегодня необычное видео я решил показать и рассказать вам, как я снимаю видео для канала. Как я снимаю все те видеорецепты, которые вы видите потом в эфире. Как происходит вся эта магия. И да, я заморачиваюсь. И обо всех этих заморочках я вам сегодня постараюсь рассказать. Уверен, будет интересно. Поехали! Да, в основном все, что вы видите на канале, делаю я сам. Придумываю рецепты, отрабатываю рецепты, готовлю, снимаю видео, все камеры выставляю я тоже сам, свет, если это необходимо, выстраиваю композицию, продумываю все детали. После того, как видео снято, я его монтирую и уже потом публикую на канале, где смотрите его вы. Да, смотреть уже приходится вам, хотя я тоже видео все отсматриваю и обычно несколько раз перед публикацией, чтобы там все было чики-пики. Мой внутренний перфекционист скучать мне, как вы понимаете, не дает. Леша, мой супруг, это неизменное дегустационное бюро, у которого тоже важная роль в видео, но все, что касается съемки, да, в основном я сам. Леша помогает мне иногда, когда у него есть время вне своей основной работы. И в основном это какие-то такие влоговые рецепты, быстрые, не требующие много внимания, времени, опять же. А все, что вот так вот долго и пошагово, ну, тут уж я с утра до вечера. Ну и влоги, да. Леша помогает со съемкой влогов и каких-то разных других проектов на канале. Это то, что вы видите в кадре, а это все то, что происходит за кадром. Здесь у меня располагаются 4 камеры, которые снимают процесс с разных ракурсов, и я тут вспоминаю время, когда я снимал всего одной камерой, и происходило это на маленьком подоконничке, маленькой кухне, которая была размером 2 на 2, а подоконник и того меньше, как вы понимаете. И иногда выглядело это вот так, да. Жаркие летние дни, можете пересмотреть старые видео, подглядывая в отражающие поверхности. Время от времени я бегаю от рабочего места к фотоаппарату для того, чтобы убедиться, что все снимается правильно, чтобы получить по-настоящему красивую, аппетитную картинку. Сегодня у меня большая кухня, большой стол вместо подоконника и 4 камеры. 3 камеры у меня снимают сам процесс, где вы следите за руками, и одна камера, которая снимает меня и сейчас, снимает общую картинку и меня вместе с говорящей головой. Камера, которая снимает меня, это вообще сейчас моя основная камера, и уже достаточно давно моя основная камера, и это iPhone. Сейчас у меня iPhone 17 Pro. Достаточно давно уже снимаю свои видео на iPhone, в том числе и в рецептах очень часто. Давно использовать стал, а в последнее время это прям основная камера, которая дает очень красивую картинку. И в рамках съемки видео для YouTube эта картинка не уступает даже картинки, которую создает зеркальная камера по качеству и красоте. Вот эта малютка Osmo Pocket 3, это моя верхняя камера. Она располагается вот здесь вот на штативе, показывает все, что происходит на столе. При этом в кадре ее не видно. Наконец-то нашел способ ее разместить так, чтобы не прибивать к потолку, но разместить ее так, чтобы было не видно, потому что до этого я снимал верхние кадры отдельно, либо приходилось прерываться, подснимать, потом убирать камеру со штативом, чтобы она не светилась в кадре и картинка оставалась чистой. Теперь видно и меня, говорящего в кадре, я могу не прерываться. Камера делает свое дело, я делаю свое дело, мы друг другу не мешаем. Вот все благодаря вот этой маленькой камере, которая удобно здесь разместилась и дает достаточно хорошую картинку. Малютка расположилась на вот такой вот стойке. Вообще это стойка Amazon Basics для микрофона, которым я давно не пользуюсь. Стойка осталась, и вот в какой-то момент я подумал, ее можно вот так вот приспособить. И получилось очень удобно, потому что все конструкции для съемки сверху, они не очень хорошо работают с большой столешницей. Не хватает у них либо высоты, либо ширины. А стойка, оказалось, работает отлично. В общем, если что, берите на заметку. Есть у вас там ненужный микрофон, можете использовать, если тоже снимаете какие-нибудь видеорецепты или что-нибудь там сверху вам нужно снимать. Еще одна статичная камера, которая снимает процесс вот с этого ракурса. Это камера, которая располагается обычно на вот такой вот тележке долли, которая может передвигаться, ее можно включить и использовать для проездок в разных направлениях, получая какие-то эффектные кадры. Например, всыпаешь муку или что-нибудь добавляешь в чашу, а камера в этот момент приближается или удаляется, и в результате получаются очень эффектные
эффектные кадры. В некоторых видео вы можете их видеть, но в последнее время на это не хватает времени. И так, знаете, вот за всеми этими камерами уследить не до спецэффектов уже. Но иногда бывает настроение поиграться, и вот когда оно есть, да, от всяких таких технических штучек я тоже не могу отказаться. И это у меня камера Nikon Z30, маленькая, простая, беззеркальная серия. От зеркальной камеры я не могу никак отказаться, она дает очень красивую картинку, и она в основном используется у меня на вот этом тяжеленьком штативе устойчивом. Я ее туда-сюда по кухне таскаю, делая разные подсъемы с разных ракурсов, что-то покрупнее снимаю. В общем, когда нужна какая-то красивая картинка со светом либо от окна, либо контровым светом, вот я с этой камерой периодически туда-сюда бегаю. Вообще она в основном стоит статично, либо тут, либо там, но иногда приходится с ней побегать и штатив потаскать. Ну, знаете, небольшой фитнес тоже не помешает. Когда готовишь столько сладостей, выпечки, чтобы их можно было без угрызений совести есть. Занимаемся в процессе. Это зеркальная камера Nikon D500, ей уже лет 10, и я ей очень-очень доволен. Она все еще жива, работает. Штатив тяжеленький, очень качественный, Manfrotto. Ему вообще уже, по-моему, лет 20, он вместе с нами в Канаду переехал. Свет я люблю в видео естественный и желательно, если есть солнечный, ну хотя бы где-то какими-то урывками. Но когда бывает так, что совсем темно или внезапно становится совсем темно, или, например, в зимнее время, когда у нас тут солнечный дней не так уж много, как хотелось бы, приходится использовать искусственное освещение. Вот такой вот есть у меня софтбокс, но, честно говоря, я не очень люблю, потому что свет сразу становится каким-то таким некрасивым, неживым. В общем, магия пропадает. Свет появляется, магия пропадает. Магия появляется тогда, когда есть естественный свет от окна. Если необходимо, то в дело подключается и второй софтбокс. Есть у меня еще пара осветителей. В общем, если необходимо со всех ракурсов все это здесь осветить, то можно тогда и с этим делом поиграться. Можно, конечно, и с искусственным освещением выстроить волшебную картинку, но это сложнее. Приходится работать тогда дополнительно над каждым кадром, когда ты все делаешь один. Дополнительные сложности превращают уже твою работу не в удовольствие, а какое-то испытание. В общем, я люблю с естественным светом от окна. Это, как знаете, бывают фото и видео-мемы, что видите вы и что вижу я. Вот я в процессе съемки вижу вот эту вот всю красоту, ну, может быть, за минусом софтбокса, хотя, например, для мастер-классов софтбокс я в последнее время часто использую, потому что там важна больше не красота картинки, а четкость и видимость каждой детали. Там я не могу этот процесс контролировать, там все идет в прямом эфире, поэтому важно, чтобы все было хорошо видно. И вот там софтбокс служит верную службу. Если вы еще не присоединились к мастер-классам, подумайте, может быть, пора. Ну и еще такая штука, которую я часто использую в кадре, особенно работая с естественным светом, это обычное зеркало, которым я подсвечиваю какие-то теневые участки. Красиво это в результате смотрится. Если солнечный свет, тоже можно дополнительно отразить, какой-то создать рисунок. Зеркало старенькое, где-то оно там даже подпалилось и тоже переехало с нами когда-то в Канаду. Ему тоже лет 20, ну нет, ладно, не 20, снимаю-то я не 20 лет, но лет 15 зеркалу точно есть. В общем, таким вот зеркалом я пользуюсь, и оно до сих пор функционирует прекрасно. Можно его ставить и вот так, и вот так, и вот так, как угодно, ловить солнечные зайчики и в результате создавать какой-то дополнительный световой эффект. Раньше я еще использовал большой отражатель, но в последнее время вот пользуюсь таким зеркалом. Знаете, иногда даже лицо подсветить необходимо с одной стороны, и тогда ставится зеркало, и вот таким вот образом ловит свет от окна. А вот так вот иногда прерывают съемочный процесс кошки, которым необходимо поесть. Да. Это я их из кормушек автоматических зову есть. Ну, пока кошки там почавкивают аппетитно, я продолжу. Зеркало также я часто использую для подсвечивания лица. Иногда оно сильно уходит в тень, особенно когда нет солнца, и вот таким вот образом можно его всегда подсветить. Ну или когда уже снимается финальный кадр с каким-нибудь десертом, выпечкой, с финальным блюдом уже, когда тоже нужна красивая картинка, какой-то красивый эффект, вот я тоже зеркало часто это использую. Тоже такой
лайфхак. Конечно, такое количество камер, которые снимают постоянно, непрерывно, процесс позволило сделать мою работу эффективнее, ну, как минимум сократило количество пробежек по кухне от одной камеры к другой или постоянного вот этого перетаскивания одной камеры с места на место для того, чтобы подснять разные ракурсы. Конечно, это добавило эффективности, но от пробежек не избавило совсем, потому что за камерами нужно следить. Когда процесс идет долгий, съемочный, проверять экспозицию, резкость, потому что это все тоже периодически здесь меняется. В общем, побегать все-таки приходится. И иногда, если видео такое продолжительное, сложное, снимается с утра до вечера, то только по кухне я пробежками накручиваю около 5 километров. Да. Часики не врут. А вы спрашиваете, как можно есть только сладкого и мучного и оставаться в форме? Да вот так, бегать от одной камеры к другой. Из дополнительных технических штучек у меня, конечно, имеются в арсенале микрофоны. Микрофоны у меня были разные, но вот сейчас пользуюсь вот такими маленькими. DJI Mini. Раньше пользовался большими, но они не на каждую футболку хорошо крепятся, оттягивают, и некрасиво это смотрится в кадре. А вот этой вот мини-версии я очень доволен. У меня два микрофона, белый, черный. Ресивер располагается вот там на iPhone. Второй микрофон обычно необходим, когда к процессу присоединяется дегустационное бюро, когда уже идет процесс дегустации, ну или для влогов мы тоже часто их используем в последнее время. Я уже сказал, нет, микрофоны DJI Mini очень удобные, качественные, и я очень ими доволен. И на кухне сразу либо на столе, так чтобы было под рукой, либо где-то рядом располагается все, что мне понадобится для съемки видео. То есть к съемке видео я тоже заранее готовлюсь, не только отмеряя все ингредиенты, но и стараюсь расставить все так, чтобы было удобно этим пользоваться. И, как правило, ничего лишнего в кадре не бывает. Все, что здесь есть, оно выполняет какую-то функцию, либо композиционную, как, например, вот здесь, вот закрывая блендером такую не очень какую-то такую пустую дырку в воздух в кадре, либо цветы, которые часто используются для атмосферы, а иногда и для того, чтобы закрыть какие-то места в кадре, например, скрыть за цветами вот эту вот камеру на тележке, чтобы ее не было видно в кадре. И в результате в кадре вы видите вот такую вот картинку, фактически только меня, продукты, то, что я готовлю, ничего лишнего, все зачем-то спрятано, зачем-то скрыто, картинка чистая, ничего не отвлекает вас от той магии, волшебства, которое происходит в кадре. Пионы, кстати, потрогал, и они снова здесь прям вот ароматом все наполнили. Это пионы из нашего сада, у нас тут дождь прошел, их немножко подсбило, пришлось срезать, но теперь вся кухня наполнена ароматом пионов. Вот эти вот пионы, коралловый рассвет, закат или что-то там, а вот эти мои любимые, это Сара Бернар, просто невероятно ароматные, прям вот, мне кажется, самые-самые ароматные пионы, которые я когда-либо встречал. В общем, ничего в видео не появляется просто так, ничего в кадре не появляется просто так, все либо для создания атмосферы, либо какие-то технические вещи, чтобы что-то скрыть, спрятать. Ну и я уже сказал, и цвета в видео тоже не просто так, очень часто какие-то сочетания не просто так, они тоже часто несут какую-то идею, и эти идеи многие из вас прекрасно считывают. Ну и тоже такая, наверное, уже моя фирменная фишка, я очень часто подбираю цвет одежды под цвет того блюда, которое я готовлю. Тыц, пыц. И это тоже позволяет создать дополнительную атмосферу в кадре. Добавить немного волшебства и настроения. И вот когда все камеры выставлены, все отстроено, вся композиция выстроена, все подготовлено, отмерено. Я нажимаю кнопки записи на всех камерах, и начинается процесс съемки видео, который, как я сказал, может быть достаточно продолжительным. Иногда прям вот весь день можно снимать, как в офисе, рабочий день с 8 утра до 6 вечера. Это получается уже 10 часов рабочий день, да, бывает и так. А иногда процесс съемки растягивается и на несколько дней, когда это какой-то сложный рецепт, сложное видео, когда требуется какое-то ожидание, нужно подождать, когда что-то подзастынет, охладится, заморозится, разморозится наоборот, тогда можно снимать и несколько дней. И когда уже все на кухне снято, когда я уже записал и вступление с «Привет-привет», и заключение с «Пока-пока», когда уже на кухне все закончено, мы обычно перебираемся в сад, если позволяет погода, потому что у нас здесь красиво, атмосферно. Сюда же приглашается дегустационное бюро, Леша,
очень важная роль которого в видео вызвать у вас повышенное слюноотделение и убедить вас в том, что то, что я приготовил только что, вам всем срочно надо. И Леша с этой задачей справляется, ну вы знаете, на отлично. Лучше него никто в этом мире не дегустирует. Еще раз скажу, всем срочно надо. Ну, всем срочно надо. Всем. Ну и, кстати, о погоде. Стоило мне выйти на бэк-ярд в сад, как начался дождь. Там где-то даже гремит, поэтому нужно уходить. Но вообще, да, мы обычно все завершаем здесь. Здесь уже заканчиваем съемку видео. Здесь уже просто пьем кофе с тем, что я приготовил. Делимся, как прошел рабочий день, который у меня на этом обычно не заканчивается. Привет, я Саша, канал Cooking Time. И работа над видео продолжается уже здесь, за компьютером, за моим рабочим местом. И нет, я не специально для кадра так сел. Я действительно в большинстве случаев так сижу за компьютером. И я знаю, что так сидеть нельзя, что нужно сидеть вот так, спинку держать ровно. В общем, да, Леша, проходя мимо, частенько делает мне замечания. Я сажусь правильно, но через какое-то время ноги непроизвольно снова задираются, и я снова сижу вот так. Я обещаю научиться сидеть правильно, но не сегодня. Сегодня я буду сидеть удобно. Так вот, я сажусь за компьютер, и все вот эти вот карточки с многочисленных камер, материал со всех этих карточек загружается в компьютер, загружается в программу Final Cut, и здесь уже начинается другое волшебство, долгий процесс монтажа. Да, долгий, обычно это несколько часов, но иногда может растянуться на пару дней, если видео сложное, если там много каких-то моментов, которым нужно уделить внимание. Здесь я уже начинаю сводить вот эти вот кадры, снятые с разных камер. Сначала все накидывается в такие большие дорожки с разных камер, а потом начинает нарезаться на кусочки, совмещаться друг с другом, чтобы это все хорошо смотрелось в общей картинке в готовом видео. Ну и в результате получается то, что вы видите в итоге. Добавляются какие-то эффекты, добавляются сплит-экран. Это когда одновременно показан и я, и то, что я делаю руками. Добавляется цветокоррекция, если это необходимо, добавляются какие-то звуковые эффекты. В общем, все это волшебство уже, постпродакшн, так скажем, происходит вот здесь за компьютер. Если есть необходимость, я возвращаюсь на кухню, что-то доснимаю, может быть, звук какой-то дозаписываю, например, льющейся воды. Ну, бывают какие-то вещи, могут быть необходимы. Или перезаписываю свой голос, например, что-то сказал я здесь неправильно, ну, например, температуру в духовке. Иду переговариваю, то есть я стараюсь, чтобы все было четко понятно, и чтобы никаких ошибок технологических в видео не было, чтобы, посмотрев видео, вы с первого раза могли пойти на кухню и по нему приготовить что-то, добившись, ну, по крайней мере, такого результата, как видео, а желательно даже лучше. И чтобы этап, процесс готовки, чтобы он был не растянут, чтобы он был емким, понятным при этом, чтобы со всех сторон был показан процесс не занудным, конечно, то есть что-то убирается, очень много вещей режется, вырезается, потому что процесс съемки, ну, долгий, и вот эти вот дорожки, они, как правило, там занимают час-два, и все это нарезается, и в результате превращается в видео, которое длится 10-15 минут, ну, обычно такая продолжительность видеорецепта на канале, и из этого видео должно быть, ну, по моему видению, максимально понятно, что я делаю, что я показываю, что я рассказываю, опять же, для того, чтобы вы могли легко это все реализовать на своей кухне. Здесь же при постпродакшене внедряются в видео какие-то такие дополнительные моменты для настроения, ну, например, котятины, они всегда хорошо работают, какие-то маленькие кадры либо в середине видео, либо в конце, для того, чтобы видео было еще более уютным. Ты такой вытянутый. Вот, кстати, многие пишут в комментариях, что постоянно улыбаются при просмотре моих видео. Я сам часто улыбаюсь, когда смотрю, когда монтирую видео. И это не потому, нет, это не потому, что я себя так люблю, это не потому, что у меня зашкаливающий уровень нарциссизма. Нет, просто когда я монтирую, я сам как-то заряжаюсь этой атмосферой, которую пытаюсь создать видео. И надеюсь, она в результате передается и туда. До новой скорой встречи. Пока-пока. Когда видео уже смонтировано, все сведено,
я его обязательно отсматриваю и прослушиваю в наушниках, чтобы там не было каких-то лишних звуков, вдруг какие-то могли возникнуть при съемке. Затем выгружаю, загружаю на YouTube и просматриваю обязательно еще на большом экране, на телевизоре, чтобы увидеть, что картинка соответствует той, которую я пытался реализовать за компьютером, потому что цветопередача может быть разной. Вот моя цель — это сделать цветопередачу максимально одинаковой на разных устройствах. Ну, кроме того, просмотр на большом экране позволяет мне отметить какие-то минусы, которые есть, там что-то подправить по цветокоррекции, что-то поправить по звуку, какие-то кадры просто вырезать, потому что при просмотре на большом экране они часто, какие-то вещи кажутся лишними. В общем, там в результате очень часто со мной смотрит Леша, правда, ему в большинстве случаев все нравится, но я вижу в редких случаях то видео, которое было загружено с первого раза, сразу идет в эфир. Обычно я возвращаюсь сюда, подправляю какие-то моменты, уже финально выгружаю чистовой вариант, загружаю его на YouTube, добавляю ключевые слова, хэштеги, описания, заголовки, желательно кликбейтные, как вы любите. И потом уже я нажимаю кнопочку, заветную кнопочку «Опубликовать», и вот там уже судьба видео зависит прежде всего от вас, от вашей поддержки, от ваших лайков, от ваших комментариев. Именно это позволит видео двигаться дальше или застопориться, затормозить. И именно это в результате, как это ни странно, определит, зря я проработал вот там вот весь день и потом просидел здесь, возможно, тоже несколько дней над этим видео, или не зря. И от этого, конечно, зависит и моя мотивация. Когда видео запускается хорошо, мне хочется делать что-то еще, сразу бежать туда, что-то снимать, делать что-то больше, чаще, лучше. Поэтому я, конечно, часто напоминаю о лайках, о комментариях, об этой поддержке, потому что это не просто тешит мое самолюбие, это помогает дальше двигаться моей работе. Я знаю, что многие не забывают и пишут, и поддерживают, и лайки ставят, и жалуются, что можно поставить только один лайк. И я очень-очень вашу поддержку ценю. Поддержку каждого своего зрителя, всех своих зрителей я очень ценю. Ну и вы видите, я стараюсь отвечать взаимностью. И вот когда вот этот вот процесс налажен, когда вы мне, я вам, вы мне, тогда получается идеально. Вот такой вот процесс создания видео для канала Cooking Time. Я же говорю, что я заморачиваюсь. Вот я заморачиваюсь. Мне кажется, рассказал практически обо всех деталях, обо всех этих заморочках. Конечно, там дальше еще промоутирование видео, нужно разместить какие-то посты в социальных сетях для того, чтобы видео максимальный охват получило. Но это уже совсем другая история. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Ну и вообще пишите больше комментариев, лайки ставьте. Всем желаю всего самого хорошего, доброго, вкусного, красивого, интересного. До новой скорой встречи на канале. Пока-пока.